Слава Украине! Привет всем от Полонского, друзья мои. Я вам сейчас зачитаю один очень интересный документ, очень умный документ. Документ официальный. Официальный документ Белого дома, 2018 год. Президент Трамп. Да, президент Трамп и госсекретарь Помпео. Это госсекретарь Трампа. Это их документ, подписанный Помпео от имени Белого дома, то есть Трампа. Цитата. Буде українською мовою. Як ми це робили в декларації Велеса в 1940 році, Сполучені Штати знову підтверджують свою політику своєї відмови визнавати претензії Кремля на суверенітет на територію, захопленою силою, всупереч міжнародному праву. Разом із союзниками, партнерами та міжнародним співтовариством Сполучені Штати відкидають спробу Росії анексувати Крим і зобов'язуються підтримувати цю політику до відновлення територіальної цілісності України. Всем все понятно? Дальше. Я думаю, те, кто по-украински не понимает, все равно в данной ситуации поймут, потому что я довольно-таки медленно читаю. Тут все, в принципе, понятно. Дальше продолжаем эту цитату. Сполучені Штати закликають Росію поважати принципи, дотримання яких вона давно стверджує, і припинити окупацію Криму. Оскільки демократичні держави прагнуть побудувати вільний, справедливий і процвітаючий світ, ми повинні підтримувати нашу відданість міжнародному принципу суверенної рівності та поважати територіальну цілісність інших держав. Своїми діями Росія вчинила негідно великої нації та вирішила ізолюватися від міжнародної спільноти. Конець цитати. То есть, однозначно, Соединенные Штаты Америки устами госсекретаря Помпео от имени Белого дома, то есть от имени тогдашнего президента Дональда Трампа, именно Трампа, не Васи Пупкина, заявляет, что Крым – это Украина, что весь мир должен поддерживать территориальную целостность Украины, и что Россия поставила себя в изоляцию наглой агрессией в отношении Крыма. И давайте послушаем, что сегодня Трамп несет. Что Зеленский виноват в том, что он поднимает вопрос о том, что Крым – это Украина. Сейчас вот выступала эта глупая блондинка из Белого дома, я не помню, как ее зовут, но все знают, о ком я говорю, такая бегает там не сповна розуму, да? Пресс-секретутка у них, чи кто она там. Вот, значит, бегает по Белому дому и заявляет, что Трамп уже, в принципе, обо всем договорился с Россией, а с Украиной договориться невозможно, потому что вот президент Зеленский не то, не так, не это он делает. А что должен делать президент Зеленский? Отказаться, с вашей точки зрения, от Крыма, от территории Украины? Нет. У нас есть территория Украины по границам 1991 года. И какого-то здесь компромисса нет и быть вообще не может в принципе. Это все территория Украины. Хоть Львов, хоть Симферополь. Это все территория Украины. И если Трамп думает иначе, значит, у него тогда, я не знаю, что можно сказать о человеке, который с совершенной уверенностью говорит сначала одно, 18-й год, 25-й год, противоположное. Как это называется? Я не врач. Возможно, это какая-то там форма биполярки, может, еще что-то. Я не знаю, еще раз говорю. Бог его знает, что это значит. Вот, но это значит ничего хорошего. Тогда, кстати, возникает вопрос по поводу квалификации вот этих врачей, которые недавно обследовали Трампа и так далее. Да? Это их вопросы американские. Меня это интересует только по части того, каким образом это влияет на Украину. А что там в Америке, они могут там даже пингвина с острова Макдональда избрать своим президентом. Мне тут только останется развести руками, сказать, окей, это их право, я что могу сделать? В конце концов, они же Трампа избрали, почему пингвина? Такое же дело. Да, интересно, в ЮАР президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию вместе с президентом ЮАР. И в частности задавались вопросы по поводу Крыма, по поводу суверенитета Украины над всеми нашими территориями. Вот. И тут интересно, значит,
вот задали ему вопрос, есть ли какая-то вероятность, что США изменят свою позицию, учитывая заявление Белого дома о заканчивающемся терпении президента Трампа по поводу урегулирования войны в Украине. Вот интересно, что ответил на этот вопрос президент Украины. Цитата. Так это не работает. Если Россия заявляет, что она готова к прекращению огня, надо им останавливать массовые удары по Украине. Поэтому терпение, я не знаю, у кого там что-то происходит внутри, но терпение не выдержит именно украинцев. Потому что мы под ударом и никто больше. Естественно, абсолютно правильный ответ президента Украины. И дальше он говорит, первый шаг к завершению войны – это прекращение огня. Кому что непонятно. Кому что непонятно. Из того, что... Теперь я уже от себя скажу. Из того, что мы видим сегодня, Трамп... Во-первых, Трамп не держит своего слова. То есть в 2018 году он говорил одно, в 2025 году он говорит уже совершенно противоположное. И пускай он сейчас не свистит, что он не говорил ничего по поводу принадлежности Крыма. Если бы он ничего об этом не говорил, я всегда это повторяю. А зачем ему тогда так вибрировать по поводу слова Зеленского? Если он это не говорил, ну так и какая разница. Я это не говорил, меня это не касается, пофиг, да? Вот. И европейские партнеры тогда тоже не отвечали бы Трампу, ведь Трампу ответили не только мы. Евросоюз ему ответил то же самое, что Крым это Украина. И никаких вариантов по снятию санкций, по признанию Крыма российским или еще какой-то бредятины не будет. Это ответил Евросоюз. Так значит, был такой мальчик. Огня без дыма не бывает. А теперь Трамп делает вид, что он этого не говорил, что он не это имел в виду. Ну, мы уже столько от Трампа слышали всякой чуши, что одной чушью больше, действительно, одной чушью меньше, не имеет никакого значения, друзья мои. Вот. Трамп хочет побыстрее себя скинуть это дело и, самое главное, сделать это до 29 апреля текущего года. Почему? Да все довольно просто, друзья мои. 100 дней правления Трампа. И он за счет Украины хочет показать себя великим миротворцем. Да, великий он, миротворец. Вот. И, значит, хоть какие-то себе набить очки со стороны своих магопитеков, да, вот, чтобы эти магопитеки могли каким-то образом радоваться и говорить, вот, посмотрите, какой у нас великий президент, великий, почти как Вова Путин. Вот. А чтобы вы, друзья мои, не сомневались в том, что думают магопитеки, это публика, которая голосовала за Трампа. Я тут специально на телеграм-канале, ссылочка внизу в описании к данному ролику на это дело, выставил несколько цитат с словесным поносом почитателей секты Мага. Или культа Мага, как там правильно говорить? Культ Карга, культ Мага. Так, ну цитата, вот как это самое, так и... Понимаете это дело. Цитата Магопитека. Зовут его, как его там? Хал Торнер. Окей. Цитата. Вы, похоже, живете в мире фантазий. У Украины никогда не было шансов против России. А Европа настолько слаба, что у нее нет надежды даже поддержать Украину. Другая цитата из этого же перца. Вы совершенно бредите. Россия побеждает. Это он в ответ кому-то там. Зачем нам делать что-то из того, о чем вы просили? Это просто отсрочить неизбежный грядущий конец Украины. Надеюсь, что Россия быстро добьет Украину. Вот эта фраза, надеюсь, что Россия быстро добьет Украину, это квинтэссенция того, что думают на самом деле 90% культа Мага. Вот этих вот подонков. Которые, знаете, будь они во время Второй мировой войны, они бы точно так же топили за Гитлера. Хотя такие были, чтобы вы не сомневались. Я сейчас найду. Я выставлял на телеге фотографию из 1900, то ли 40-го, то ли из 1939 года, может 41-го. Я сейчас точно не припомню. Я ее выставлю в описании к данному ролику, ссылочку, чтобы вы посмотрели. Черно-белое фото с теми же магопитекскими призывами в отношении Гитлера, в отношении Черчилля, что не надо поддерживать Великобританию. Но тогда я напомню, это был, наверное, все-таки 40-й год где-то. Почему? Потому что Гитлер и Сталин тогда еще вместе воевали против Англии, вы это помните, да? Сначала как бы Советский Союз с Германией вместе с двух сторон напали на Польшу, а потом СССР предоставлял, вот как сегодня Северная Корея, предоставлял фюреру всю помощь, скажем так, материальную и моральную, и какую только угодно,
и учебную, потому что учили летчиков немецких и танкистов, вот, с тем, чтобы фюрер мог побыстрее покончить с Великобританией. Вот. И вот абсолютно эти же слова, абсолютно те же самые фразы, просто произнесенные там в 40-м году прошлого века. То есть время проходит, а предатели, а подонки, они остаются. Ну, они есть в каждом времени. Просто я, честно говоря, не могу припомнить на моей памяти, чтобы вот такой публике удалось набрать большинство. Ну, это вопрос, или они набрали. Набрать большинство и избрать своего президента.